Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим основные события, что сегодня ожидается и куда на открытии пойдет российский фондовый рынок, доллар, рубль, евро, нефть, золото и российские акции. Так, давайте посмотрим календарик, что у нас по календарику. Но у нас сегодня ключевое событие – это то, что касается число первичных заявок по безработице в 15:30. Соответственно, вот здесь вполне будет, скорее всего, движение по американскому рынку и по мировым рынкам. Далее у нас 4 часа международные резервы ЦБ, то есть это показатель, который косвенно влияет на курс рубль-доллар. И 17:00 продажи на вторичном рынке жилья. То есть вот сегодня вокруг двух событий все сосредоточено будет. Это 15:30 и 17 часов. Так, далее, то, что касается ковида. Продолжение мировой эпидемии, рост идет и в Соединенных Штатах, и в России. Причем на текущий момент получается форвардеры это европейские страны, Россия, Франция и Великобритания. Так, ну и что касается новостей. Во-первых, по поводу Китая. По поводу Китая идет рост цены на медь. Это связано по большей части с двумя факторами, что правительство Китая, коммунистическая партия, она сделала ставку, во-первых, на рост внутреннего спроса, чтобы не зависеть от экспорта. Ну, ход на самом деле грамотный, но он очень, скажем так, быстро или в краткосрочной перспективе его реализовать проблематично. Вот. И второй момент, что коммунистическая партия, она приняла программу по поводу перехода на зеленую энергетику. В этом плане они достаточно прогрессивно мыслят, и они видят, что нельзя отставать, потому как отставание приведет к тому, что Китай потеряет конкурирующие преимущества с Америкой и западными странами. И сейчас на текущий момент как раз вот пошел рост цены на медь. Если детально разбираться, то это как раз связано в основном с ростом внутреннего спроса, это раз. И во-вторых, с тем, что идет и готовится активное переоснащение на зеленую электроэнергетику. Даже если посмотреть потребление, как росло Китая по основным металлам, это сталь, алюминий и медь, то видно, что прогнозируемые значения, они достаточно высокие за 2020 год. То есть ожидается даже прирост потребления как стали, так меди, так и алюминия. Вот то, что связано со сталью, это в основном, как правило, считается это строительство, потому что стальные конструкции активно применяются при возведении зданий и различных объектов. А вот то, что связано уже с алюминием и медью, это как раз предполагается, что связано с тем, что идет активное перекладывание в зеленые технологии. И вследствие этого растет в Китае спрос на медь и на алюминий. Так, далее интересно такой момент. Вот исследователь из JP Morgan Колонович проводит анализ, исходя из того, как в ключевых штатах, которые отвечают за голосование, идет предварительный запрос регистрации бюллетеней на голосование. Соответственно, исходя из анализа статистических данных, он делает вывод, что на самом деле социальные сети и социологические опросы, которые показывают перевес Байдена, на самом деле могут не отражать реальной картины. И как раз все дело в том, что глубинный так называемый американский народ, реднеки, это эти самые бравые белые парни в шляпах и с винчестерами, они, могут в последний момент выйти на тропу и задавить демократов, поддержав, соответственно, Трампа. Вот. Здесь есть много очень разных забавных, интересных закономерностей. Можно по-разному использовать черный ящик, рассчитывая то одни показатели, то другие показатели. Помимо всего прочего, Трамп это человек, скажем так, неожиданностей. То есть он в 2016 году никто не прогнозировал, что победит. Тем не менее он победил. То есть это бизнесмен хваткий, который действует вопреки ситуации. Но здесь надо понимать другой момент, что сама вот концепция такого подхода на текущий момент времени она не актуальна для того, чтобы вывести страну, вывести мировую экономику из сложившихся обстоятельств. Здесь
нужны другие подходы и другие видения. То есть не окукливание, не замыкание на каких-то там американских глубинных ценностей и не нести всякий бред про репатриацию производства в постиндустриальном мире. Вот. Здесь нужны другие масштабы и другое видение проблем. Вот. Поэтому, допустим, Камала Харрис, мне кажется, она более успешно справится с этой задачей, нежели Трамп. Так, друзья, давайте посмотрим позиции на Форте, что у нас, какие ставки делают юридические лица. По РТС делают ставку на то, что РТС сегодня отскочит и будет расти. По Сбербанку тоже ставка на рост, на отскок, продолжение отскока по Сбербанку, потому что режут шорты. По ВТБ схожая картина, со Сбербанком ожидают роста акций ВТБ. Но по Газпрому ситуация не столь очевидная. Вот. Здесь, конечно, шортов режут больше, чем лонгов, но тем не менее, то есть по Газпрому есть вопросы к тому, что будет происходить по нему. Рубль-доллар. Здесь ставка, ну тоже, скажем так, на боковик, но все-таки в большей степени делают ставку на то, что доллар с утра укрепится, то есть будет некий задерг наверх. Евро-рубль. Здесь ставка на то, что евро однозначно будет к рублю расти. Ну, по мнению юридических лиц, здесь, конечно, не надо отключать голову и на автомате делать, как поступают они. Не всегда это бывает так, но здесь вот вполне как бы явно читается, что они уверенно делают ставку на то, что евро к рублю отскочит. Так, евро-доллар, но здесь, похоже, ждут движение на 1.20, возможно даже на 1.23, судя по такому изменению позиции. Так, нефть, как ни парадоксально, по нефти ставка на то, что нефть будет продолжать проседать. Ну, смотрите, казалось бы, парадоксально, да, то есть нефть снижается, а рубль укрепляется к доллару и евро, тем более аукцион завершился, ОФЗ. Вот, но здесь ничего парадоксального нету, потому как доллар падает к основным мировым валютам. Соответственно, рубль по инерции укрепляется, вот и все. А доллар проседает к основным мировым валютам в преддверии ожидания согласования стимулирующих мер, которые, соответственно, увеличат предложение доллара. И в силу этого ожидания, поскольку рынок он живет ожиданиями, все ждут, что долларов будет больше, и поэтому считают, что доллар должен стоить дешевле к другим валютам. Так, серебро, здесь ставка на то, что серебро будет расти. По золоту ставка на продолжение роста, но здесь скорее вот это соотношение позиций указывает на то, что по крайней мере с утра более вероятен боковик. Так, ну и природный газ здесь как-то лихо прямо делают ставку на то, что попрет природный газ вверх сегодня. Так, друзья, вот SFD на фьючерс, на S&P американский, он сейчас уже торгуется. Ну что тут я могу сказать? Идет у нас достаточно стрёмное движение, тестирование вот этого диапазона. И в случае пробоя мы можем очень резко уйти вниз, сюда или вот сюда. Вот, поэтому в ближайшее время либо сейчас будет затягивание и возврат вот в эту проторговочку, в диапазон 3426-3460, или же если сейчас пойдет добитие вот этой зеленой буферной зоны, то мы можем увидеть достаточно энергичное движение вниз. Так, VIX сейчас пока не торгуется. Вот, вчера у нас, видите, был удар в верхнюю границу и пошел отскок. Соответственно, сегодня, если американский рынок сейчас восстановится и вернется в консолидацию или продолжит рост, то все в порядке, здесь у нас будет движение вниз. Вот, соответственно, если все-таки начинается падеж, то у нас пойдет рост VIX, и здесь уже будет процесс, который взаимоускоряющийся. Рост волатильности, он придет к тому, что рынок начнет сыпаться быстрее. Вот. Но в преддверии американских выборов, наверное, все-таки не допустят никакого безобразия с сыпанием рынка. Так, далее нефть. По нефти идет все-таки попытка удержаться на вот этих значениях 41,5. Если в ближайшее время такового удержания не произойдет, то у нас развивается импульс движения, цель которого 40,83 и потом 39,62, вот сюда вот. Но нефть выглядит достаточно слабо, и поэтому если сегодня будет пробитие, то соответственно мы увидим дальнейшее снижение котировок нефти. Никакого не пошло
разворота и движения в рамках проторговки, по крайней мере на текущий момент времени. Это связано с тем, что очень слабые ожидания по поводу восстановления мировой экономики и спроса на нефть. Но опять же по дневному таймфрейму вот рисуется такая круглая фигура, которая напрашивается на движение вниз. Но все-таки я думаю, что вот эта цена, вот этот диапазон, который находится в районе 38-43-42, он является равновесным при текущей структуре мировой экономики, в том числе при ее изменениях в части озеленения. И поэтому сюда мы, даже если сейчас провалимся, вот куда-то сюда мы потом будем, я думаю, возвращаться. И где-то вот в этом диапазоне ей достаточно длительное время суждено торговаться. Но это опять же мое оценочное суждение. Ну а сейчас на текущий момент, видите, не пускают пока ниже 41,5, она торгуется вот на этом уровне. Соответственно, если пробоя здесь не будет, чем дольше мы здесь находимся, даже если мы не отскакиваем, тем больше вероятность того, что будет все-таки отскок и попытка зайти на 42,5 и здесь укрепиться. Вот, соответственно, если сейчас здесь возникает пробой, хоп, хоп, и все, она пойдет проседать. Но опять же, никакого там страшного падения, пока не будет уверенно пробито 39,62, скорее всего, не будет. Такое вполне возможно, судя по динамике, как вот отсюда процесс пошел. Но пока вот этот уровень не пробит, говорить о том, что все пропало, я думаю, рановато. Так, друзья, ну вот индекс доллара, виновник торжества, которое сейчас происходит, что могу сказать? Ну смотрите, вот здесь на текущий момент, пока он находится ниже 93, то, соответственно, высока вероятность того, что будет движение с целью потестить 91,72. Вот. Но сегодняшний день, вот здесь намечается попытка разворота и отскока, возврата вот в этот диапазон. Вот. Тем не менее, пока 93 не пробито, все должно быть более или менее хорошо. Вот. И валюты себя к доллару будут чувствовать вольготно. И, соответственно, нахождение индекса доллара ниже 93 – это дополнительная поддержка для рубля. Так, но если переходить к 4-часовому графику индекса доллара, здесь у нас получается следующая картина. Вот пока он не пробил 93.13, он находится в этом диапазоне, сохраняется высокая вероятность того, что он продолжит нисходящее движение. Здесь у нас вот произошел разворот, вот, но к этому развороту есть определенные вопросы. То есть он реализуется только в том случае, если будет 93.13 пробито. Если не пробито, то здесь будет либо болтание, либо дальнейшее движение вниз. Так, друзья, далее серебро. Смотрите, по серебру картина интересная. Поторговались на 25,3, но здесь не удержались, пошли снижаться. Вот на текущий момент времени есть здесь буферная зона, она проходит 24,3, 24,45. Соответственно, если ее не пробиваем, то продолжается восходящее движение серебра, здесь цель 27. На самом деле уже сейчас от текущих значений здесь формируется попытка разворота и ухода на тестирование 25,7. Ну вот часовик, если брать, то здесь у нас по сути разворот произошел. И в том случае, если в ближайший час, 2-3 не будет добития 24,7, 24,6, то у нас первая половина дня, либо там до 3, до 4 мы наиболее вероятно сходим на 25,3. Так, далее рубль-доллар. Ну смотрите, рубль-доллар у нас закрылись на грани 76,7, мы уверенно не пробили. Но на текущий момент диспозиция следующая. Нефть просела, индекс доллара пытается развернуться и отскочить. Соответственно, здесь у нас все условия, что с утра пойдет движение. И цель этого движения, ну хотя бы сходить отсюда на 77,15, возможно 77,3. Тем более юридические лица делают ставку на то, что доллар с утра будет укрепляться, скорее всего. Этот сценарий не работает, если мы на открытии, на объеме пробиваем 76,5, 76,4. Если такое происходит, то у нас импульс движения, который уже ведет к 76, вот сюда, вот 76, и потом может быть очень быстро сделан задерг на 75.
Я думаю, все-таки больше вероятность того, что мы отсюда произведем корректирующий отскок и будет движение по направлению 77.15. Так, далее евро-рубль, tomorrow дневной таймфрейм, но здесь по дневному таймфрейму у нас вот от текущего значения должен быть либо отскок на 91,7, или же вот это движение должно продолжиться и завершиться оно в диапазоне 90,5. Так, ну давайте часовик возьмем, рубль-евро. Соответственно, у нас если на открытии возникает на объеме пробой 99-98, то, соответственно, отсюда формируется импульс, цель которого 96-95. Сходить вот сюда под эту линию. Если такового импульса не формируется, то у нас отсюда цель движения это вот этот диапазон 91,4-91,45. Вот сюда вот. В идеале, конечно, отскочить на 92, но пока, наверное, такого отскока не произойдет. Вот. По евро ситуация очень противоречивая, потому что юрики делают ставку на то, что будет сильное движение на укрепление евро к рублю. Но с другой стороны, то, что ослабляется индекс доллара, говорит о том, что, в общем-то, топлива в евро мало по отношению к рублю по сравнению в паре рубль-доллар. Вот такое мое видение по основным инструментам. Спасибо за внимание.